Все? Готовы? Bonjour à tous. Всем привет! Сегодня я пригласила Габи для того, чтобы узнать, как Габи научилась говорить по-русски, с какими трудностями столкнулась и как все-таки получилось преодолеть эти трудности. Расскажу немного о себе. Я начинающий преподаватель русского языка для иностранцев и также организатор межкультурного клуба для иностранцев и русских. На этом клубе мы встречаемся, общаемся друг с другом и путешествуем. Начнем? Да, готова. Габи, почему ты начала изучать русский язык? Потому что я уже выучила раньше английский язык, и я хотела выучить новый язык. Ну, хотя я не могу сказать, что я выучила русский язык. Я не закончила учить. Да, но мне очень нравится сам язык, и я думаю, что он очень красивый. Я просто слушала русский немного, и случайно, и мне понравилось. А какая цель была изучения русского языка? Для чего? Я просто хотела жить в России. Сразу, когда первый раз я была в Санкт-Петербурге, это тоже было случайное решение. А потом я поняла через 2 дня, что я хочу жить в России. И так что, когда я вернулась во Францию, я самостоятельно училась и хотела жить в России и выучить русский язык. А вот как ты поняла в Санкт-Петербурге для себя, что ты хочешь жить в России? Потому что я чувствовала себя как дома уже через 2 дня. Я поняла, что Россия мне напоминает о Франции, старая Франция. Так что, да, я очень близка к бабушке и дедушке, и я думаю, что поэтому здесь мне напоминает о старой Франции и чувствую себя как дома. Прям романтично. Да, наверное. Как тебе кажется, есть ли что-то общее между французским языком и русским? Может быть, слова какие-то, да. грамматика? Слова многие. Есть батон, например, хотя по-французски он означает что-нибудь немного похоже, но другое. Батон — это то, что ты бросишь для собак, чтобы она бегала, а багет — это батон для нас. Это немного другое. Например, у нас есть тоже планшет. Планшет — это что ты используешь, чтобы резать, например, лук или что-то в этом роде. Так что форма, она одинаковая, но слова немного другие. Потому что мы говорим таблет для iPad и планшет для чтобы резать овощи. Интересно. А я вот еще слышала про слово «шапка», что оно как-то пришло в наш язык через французский, потом через польский и немецкий. У вас есть шапка? Шапо есть. Но они другие, они большие обычно и очень элегантные. Шапка-ушанка такая, да? Или нет? Как для дамы, например, очень элегантные. Да, большие. Забавно. А как это сказать по-русски? Шапо. Шляпа, может быть. Да, шляпа. Ну, поэтому, может быть, шляпа — это шапо, а шапка... Похоже. Не знаю. Ну, еще, наверное, маникюры такие вот разные слова. Да, и даже rive gauche или l'étoile, и все эти слова. И броше. Да. Ну, и броше — это имя, так что понятно, но rive gauche — это означает левый берег, а l'étoile значит звезда. И все эти слова, они что-то значат. И иногда русские не знают. Да, я вот правда не знала. Для меня Литуаль — это магазин, без всякого перевода. Нет, это звезда. Класс. С какими трудностями ты столкнулась, когда начала изучать русский язык? Огромные трудности. Наверное, и сейчас еще есть трудности. Да, окончание, как и обычно, все иностранцы жалуются в этом, потому что они так сложны. Иногда мне нужно 5 минут, чтобы решить горы, горах, горы. А там еще ударение меняется. Да! Почему козла, а потом козел или отца, отец? Да. А потом есть тоже ударения, они очень сложны для меня, потому что по-французски мы не используем ударения. По-французски они всегда в конце фразы или слова. А по-русски нужно вспомнить, где их поставить. Да, это надо запоминать. И там, если еще число меняется, множественное, то другое ударение. Горы, горы. И еще эти глаголы и движения, это просто ужас. Или кошмар — это французское слово.
кошмар для меня, потому что по-французски у нас есть 2 или 3 из этих, а по-русски нужно каждый раз думать очень долго, потому что у вас есть идти, ехать, ездить, ходить, все эти, а потом еще добавить в или об или от или раньше выйти, выехать, обходить. Да, приставки. Да, это просто так сложно. И почему нужны такие тонкости? Для меня это бесполезно. Я просто хочу куда-нибудь. Почему нельзя просто идти, да? Везде. Да. Даже по-английски есть to go, to come, и все. Да, да. Не другие. Эти глаголы, они очень часто встречаются в идиоматических выражениях. Там время идет, время бежит, время летит. Да. Но у нас то же самое по-французски, так что это понятно для меня тоже. Даже по-английски, думаю. Как тебе совершенно несовершенный вид глаголов? Тоже сложный. Но полегче, чем глагол движения, да? Нет, это тоже пытка. Тоже сложно. Тоже пытка. Кошмар, пытка. Вот он, русский язык. Мне очень нравится, но мне нужно, думаю, 5 лет, чтобы выучить его. Но ты хорошо уже говоришь по-русски. Ты 2 года, да, изучаешь? Да. Нет, я слушала русские книги даже раньше, чем переехать. Я живу 2 года в России, но я использую только английский язык каждый день, и поэтому мне все еще сложно по-русски. А вот с друзьями по-русски общаешься? Нет, они по-русски иногда говорят со мной, но я отвечаю по-французски или по-английски, потому что я чувствую себя глупой, когда я говорю по-русски, мне проще по-английски или по... Не соглашусь с тобой. Ты очень хорошо говоришь по-русски, правда? Я не могу сказать все то, что я хочу, и поэтому это немного frustrating. Да, согласна. Это я вот изучаю тоже немецкий язык, и наш преподаватель говорит: вы можете не говорить правду, вы, главное, говорите. Да. А я с ней не согласна. Мне так хочется тоже сказать правду, а я не знаю, как это будет по-немецки, и получается как не то, что я хочу сказать на самом деле. Так что ты тоже перфекционистка немного. Да, есть немного. Но по-английски это так случилось, что я сначала ничего не могла говорить или сказать по-английски, а потом я уже сама изучила язык, слушала каждый день, а потом я свободно, нормально говорила сразу. А по-русски это по-другому. Я слушаю, а потом, когда я хочу говорить, я не могу. А вот, кстати, интересно, как ты изучаешь язык? Я слушаю книги. Это для меня самый лучший способ, потому что я думаю, что у нас все есть свой любимый, может быть, способ. И иногда люди предпочитают писать что-нибудь или даже делать, общаться с людьми, а для меня это слушать. Да. А вот что ты слушаешь? С русским языком я сначала слушала книги, которые я уже знала, Гарри Поттер особенно, потому что это очень длинная книга, так что ты можешь выучить очень много vocabulary, это как? Новых слов. Да, новых слов. И это довольно легкая книга, все понятно, потому что там много диалогов, много персонажей, и поэтому было проще. А потом я уже сначала потихоньку усложнила level. Уровень, спасибо. Русских писателей? Да, я сначала, например, слушала Достоевский по-английски, а потом уже по-русски. Так что я уже знала историю, и это проще понимать, где ты именно в книгу, что случает. А вот мы заговорили по поводу звука «ш», слушаешь. Есть ли какие-то звуки русского языка, которые тебе даются сложно? Сочетание между «р» и «н» или «р» и «м». Все, поняла. То есть как Или вместе «р», да. эти звуки. Вот помимо того, что ты любишь слушать книги, как тебе даются грамматические упражнения, говорение на русском? Что самое сложное для тебя? Упражнений я не делаю. Я немного ленивая, наверное, но я не хочу тратить много времени для этого, потому что мне просто не очень нравится грамматика. Я не знаю, что это необходимо, но пока я просто говорю и слушаю, и все. Это все, что я делаю. А вот когда ты только начинала изучать, то есть грамматики вообще не было? Я попробовала, да. У меня были уроки, когда я жила в Монпелье. Это были уроки для взрослых вечером. Но там все другие ученики, они уже знали грамматику, но они ничего не поняли, не могли говорить, потому что во Франции мы обычно изучаем язык через сначала грамматику, а потом уже мы слушаем или
читаем. И для меня это непонятно. Для меня, наоборот, логичнее. Так что это не было очень полезно для меня. Какой совет ты дашь иностранцу, который начинает изучать русский язык? Наверное, нужно общаться, но мне легко это говорить, я сама говорю по-английски или по-французски чаще, чем по-русски, но я знаю, что если я не больше общаюсь по-русски, я никогда не достигну да, уровень, который я хочу достичь. Да, непростой глагол. Есть система, конечно, но наверное. Есть свои исключения. Расскажи о смешном случае, связанном с русским языком. Был ли такой, когда тебя не поняли, или ты, наоборот, не поняла кого-то? Ну, для меня самый печальный случай — это то, что я не могу сказать правильно «латте». Это этот кофе, который мне очень нравится. Да, ты видишь? Так что я не могу пить здесь латте. Я просто должна просить капучино, потому что они никогда не понимают, когда я говорю латте. И я не хочу повторить каждый раз, так что я говорю каждый раз «Окей, капучино», и всё. На телефоне можно написать? Показать? Латте, пожалуйста. Да. Да, нет. И сразу все поймут. Я уже привыкла, я просто пью капучино, и всё. Изучала ли ты когда-нибудь русский язык с репетитором? Да, я тоже попробовала, в группе, а потом уже одна с репетитором, но недолго. Это не для меня. Каждый раз сидеть и работать над языком мне скучно. Я предпочитаю просто слушать книги и рисовать или гулять, делать что-нибудь полезное. А вот ты говоришь, что много слушаешь книги, там русские сериалы, какие-нибудь фильмы. Смотришь? Нет, не смотрю. На самом деле, смотреть фильмы или сериалы это сложнее, чем слушать книги, потому что произношение не так точное, как когда слушаем книги. Так что я думаю, что лучше начинать с книгами. Особенно потому что язык очень правильный тоже в книгах. А фильмы это очень сложно. Даже по-английски иногда я не понимаю. И даже по-французски, на самом деле. Это интересно, потому что многим людям, наоборот, сложно слушать, потому что нет картинки. И нужно что-то представлять перед собой. Да. А тут есть картинка, и понятно, что человек текст сходится с действием. Да, я понимаю, что иногда это большой стресс для людей. Они не все понимают, когда слушают, и для них это очень сложно. Но я думала сначала, окей, я ничего не понимаю, не знаю язык, но я просто буду слушать как музыку. И просто хочу привыкнуть к звуку, и это работает. Сначала, когда я начала слушать Гарри Поттера, я знала только «спасибо» и все. Это было единственное слово. Вот это да. Да, а потом уже ты нормально начинаешь понимать несколько слов, а потом еще больше и больше. Особенно потому, что между французским и русским языком у нас есть много общие слова. Сейчас такой небольшой блиц-вопрос. Нужно будет ответить одним словом. Твое любимое русское слово? Колокольчик. Колокольчик? Или даже колокольчики, потому что это звучит очень смешно. А тебе еще так мило это звучит, колокольчики. Опиши Россию одним словом. Контрастная, можно так сказать? Контрастная. Твоя любимая русская цитата? Россия умом не понять. Все так говорят. Каждый раз, когда русские не хотят мне объяснять что-нибудь, они просто говорят: «Россия умом не понять», и даже не пытаешь. Спасибо тебе большое за интервью. Merci beaucoup. Получилось очень весело. Я для себя, как для преподавателя, очень многое открыла. Допустим, что иностранцам, те, которые изучают русский язык, можно для начала дать послушать русские книги, для того, чтобы они просто привыкли к тому, как звучит русская речь, и уже потом начать с ними заниматься русским языком. Это правда. Я как-то раньше об этом не задумывалась. Я думала, надо сразу с ним общаться. Сразу давайте учиться, как здороваться друг с другом, как спрашивать, как дела. Вот. А можно просто дать послушать, и тогда человек привыкнет и, возможно, сам уже заговорит. Вот как в случае у тебя было с английским языком. Вот. Спасибо тебе большое. Спасибо. До скорых встреч.